Прежде чем начнется видео, я бы хотела вас о кое-чем попросить. Если вы хотели бы меня поддержать, подпишитесь на мой YouTube и Telegram канал. Я буду очень благодарна. Всех целую, чмокающий смайлик. Будет гром вечером. Всем привет. Из обновлений у меня закончилась автошкола, вернее, теория. Сейчас мне надо будет в ближайшие дни пойти сдать пробный внутренний экзамен, и тогда, если я его сдам, меня допустят к практике вождения. Да, если что, я уже написала. Мне пока что ничего не ответили, но я написала и попросилась на понедельник через неделю. Я эту неделю хочу потратить на то, чтобы решать много тестов. Дело в том, что решая эти тесты, экзамены в симуляторе, у меня обычно не хватает 1 или 2 пунктов до сдачи. Я не знаю, как так. И так постоянно. Вот у меня получилось сдать, наверное, раза 3. Все остальные разы, ну их там очень много, даже не могу примерно даже сказать сколько, каждый раз не хватает 1 или 2 пунктов до сдачи. Поэтому даже вот сейчас я сразу начну с этого, потом мне надо будет разобраться вот с этим вот. Мне папа дал флешку со своими видео, мне надо их просмотреть, что-то с ними придумать, не знаю, что-то смонтировать. Я так поняла, больше такие короткие видео, чем длинные. Да. И потом уже будет корейский, где-нибудь ближе к вечеру. Итак, тесты отменяются, потому что что-то происходит с сайтом. Я реально не знаю, почему он просто не грузится. То у меня выкидывает, он не грузится, то кнопки не нажимаются. Я просто надеюсь, что с этим сегодня разберутся, потому что если он так не будет работать, это очень плохо. Это реально будет очень плохо. Потому что как я буду эти экзамены решать? Мне этот сайт очень нравится в этом плане. Короче, быстро рассказываю, что происходит. Я сегодня хотела приехать, договориться на пробный экзамен, чтобы меня допустили к вождению. И в итоге мне сегодня разрешили его сдать. Я сдала с первого раза. У меня всего лишь 2 неправильных
Честно, я думала, я не сдам с первого раза, и мне сказали, в крайнем случае, сегодня я могу 2 раза попробовать сдать. То есть, если бы я сейчас не сдала, я бы еще раз могла попробовать. Но я сдала с первого раза, и мне попалось очень много вопросов, которые у меня до этого были. Мне, наверное, попалось только 1 или 2, которые я встретила в первый раз. Повечи. Ага, то есть у меня... Напишем. Так, можно, но я понимаю, почему у меня неправильно. И 8-й вопрос. Ага. Все. Я сдала. У меня случилась такая ситуация, что я хотела посмотреть свои ответы, то есть какие неправильные, и в конце концов случайно вышла на экран, где, ну, не видно, что я сдала. Я очень сильно испугалась, подошла, говорю, слушайте, там такая проблема, я случайно вышла, и то есть вы как бы этого увидеть не сможете. И она говорит, ну, ничего страшного. То есть они буквально мне, ну, на слово поверили, что я сдала, и что все хорошо. Я такая прямо, фух, потому что я у нее даже спросила, это что, получается, мне надо будет сейчас 2-й раз писать, чтобы вы увидели? Она говорит, нет, не надо, все хорошо, вы сдали. Ну, то есть я ей сказала, что у меня было 70 пунктов. Все, сейчас иду, меня мама заберет, мы поедем домой. Всем доброе утро. Сегодня мы имеем результаты поступления с моего первого университета, именно с Познанского, куда я подавалась на корейскую филологию. Да. Я только что проснулась, поэтому я могу быть немножечко потрёпанной. Сорян. Сразу мои ставки. Я уверена, что я не поступила. У меня шансы 0%, потому что средний балл там 84 из 100. У меня вышло 60 с чем-то. Это очень, очень мало. Также подалось очень много людей. Около 300 или 400. Я не помню. Короче, очень много людей. Всего мест 24. В среднем выходило где-то тоже так, что 15 человек на место. И это еще в тот момент, когда я смотрела. Возможно, их стало намного больше. Я, конечно, переживаю немножко, но все же. Все. 3, 2, 1. Нет. Я не поступила. Мне надо было 78 пунктов, а у меня вышло 70. То есть минимальная должна была быть 78 пунктов. У меня, возможно, даже не рассматривали. На каком месте я? Ух! Ух! Так, Юшкевич. Ух! 73 место. Всего мест сколько? Не, ну слушайте, 73, а всего людей было, да, 289. У кого-то вообще 0 пунктов. А почему они подавались? У кого-то 10 пунктов было. Прикиньте, люди даже с такими баллами подавались. Я на 73 месте. Ну, я по-любому не пройду.
потому что мест 30. В прошлом году был средний 84. Прикольно, кто-то вообще ровно 100 пунктов набрал за экзамены, кто-то 98. Как эти люди делают это? Но тут можно нажать «Подtrzymać chęć studiowania», и это типа как-то тебя отправит в резерв. Вот так вот сделаю. Hello. Я вышла сейчас на улицу, на балкон, чтобы поработать. У меня появились кое-какие идеи для новых видео, потому что я поняла, что снимаю исключительно влоги, и надо как-то контент разбавить, можно так сказать. И тем более лето, есть время как-то поэкспериментировать. Я сидела, чтобы вы понимали, минут 10 здесь, пока принесла компьютер, все проверила, поставила на скачивание видео, которое для папы делаю. Были тучи, было прохладно. Я еще вышла, такая думаю, как хорошо будет сейчас здесь работаться. Потому что дома сейчас почему-то душно. На улице было хорошо. Но именно когда я вот поставила штатив с камерой, чтобы начать снимать, выглянуло солнце, и здесь стало просто ужасно жарко. И ветерок, он дует просто вот минимально. У меня еще и компьютер такой, что у него яркость не сильно яркая. То есть я вообще ничего практически на экране не вижу. Ну ладно, я все равно буду здесь сидеть. Потому что я сюда уже все перенесла, отыскать с ноутбуком я еще раз не хочу. Немножечко расскажу про контент. Я не буду говорить, что именно буду снимать, но очень часто этот контент очень присущий каналам с такой тематикой, как у меня. Ну, то есть у меня лайфстайл, учеба. Но я подумала, почему бы не поэкспериментировать, потому что у меня появились идеи, которые сейчас полностью запишу. Перепишу все, что касается этих идей. Извините, если камера качается, подул ветер. И хорошо, что подул. И я вспомнила, грубо говоря, куда вы, не хочу, чтобы вы падали. Я вспомнила насчет одного проекта, который когда-то я начинала реализовывать, личного проекта. И я сейчас просто поняла, что лето просто идеальное время, чтобы им заняться, потому что когда-то я летом, или не летом, во время учебного года, наверное, им начинала заниматься, но я его оставила, потому что занимал реально очень много времени. Но сейчас я понимаю, что можно продолжить им заниматься, и это круто. Так что, да, им тоже буду заниматься. Не знаю, ну, возможно, сегодня, если я успею записать все эти идеи, у меня останется еще время. Да, вот пока что планы такие. Итак, я решила, что самое главное это закрыть ноут, потому что он у меня горячий. Железо нагрелось. Это не надо, чтобы нагревалось. Лучше бы, было бы. Поэтому я максимально вот так вот все закрепила. Но реально стало лучше видно. Всем добрый день. Я тут прибрала кое-какие вещи, и сейчас я пойду вместе со своим папой к нему в галерею и буду помогать снимать то ли видео полноценное для ютуба, то ли шортс. Пока что мы не знаем, но что-то мы пойдем снимать. И я думаю, я для вас что-нибудь подсниму и покажу вам, как мы это все снимали. Да, let's go. Сейчас будет задача все красиво разложить, чаи в эту коробочку. Сливка с поречкой, то есть синенькая. Да. И все, вот идеально, кстати, вышло. Ну
Ну все, мы уже все отсняли. Я возвращаюсь домой. Итак, всем привет. Сегодня уже 22-е. И сейчас я могу посмотреть первые результаты из одного университета, а именно из УКСВУ. Обновляем. Листа резервова? Я 94-я. А почему? А у них 62? Подожди, а сколько там надо было? Я помню, что вроде выходило намного больше, если я не ошибаюсь, правда? То я вообще в шоке, если я сейчас вообще никуда не поступлю. Понимаешь, что вообще был самый легкий университет, но я прям в шоке, честно говоря. Я точно помню, мне выходило, там было что-то 60, а у меня вот выходило 62, вроде бы. Ой, 57. А почему я оказалась на листе резервационной? Ну, короче, одним словом, я пока не поступила туда. Как ни странно. И узнаю, возьмут ли меня в принципе, когда. И там было написано 25-го в 8 часов вечера. У меня вышел выник, то есть результат, вот мне сложили, получилось 62. В прошлом, я так понимаю, да? По прошлому году там надо было иметь 57, то это был средний. Даже не минимальный, просто средний. И тут я оказываюсь в резерве, да еще и на 94-м месте. Когда даже вот на корейском я была... Где я была? Была на 73-м. А сейчас на 28-м. Да, сейчас на 28-м. То есть даже в крутом университете я как будто поближе к поступлению, чем не в самом популярном. Это странно немножко. Так, рассказываю теперь, что происходит. Вчера, когда я проверяла результаты из Варшавского университета на 2 направления — лингвистика и управление, я, честно, была прям уверена, что меня либо отправили в резерв, либо я вообще не поступила, поэтому не снимала. Но, как оказалось, я поступила и туда, и туда. Вот сейчас я приехала в корпус, где управление, и буду подаваться на управление. Да, поэтому, потому что для меня это более полезно, более интересно, и плюс это ближе к дому. Не, ладно, то, что ближе к дому, это чисто так, как плюсик, можно только сказать. Поэтому несу документики. Здесь очень красиво. Может, подсниму что-нибудь в университете чуть-чуть. Как я вам уже сказала, я, к сожалению, не смогла все это заснять, так как было реально очень много людей при подаче документов. Я не думала, что будет так много людей, потому что мне еще даже пришлось стоять где-то минут 40 в очереди. Поэтому покажу вам все с помощью Google карт. И вот как раз-таки тот этаж, где мы все приносили документы. Здесь просто какой-то зал. Я не знаю, честно говоря, для чего он. Но вот там, где я сейчас показываю курсором, там стояли люди, мы им приносили документы, их отдавали. Все очень прошло быстро, просто отдала, сделали скан моих результатов экзаменов, и все. И то есть я пошла домой. Вот так вот снаружи выглядит здание. Через этот вход я заходила, и вроде как это единственный вход, который есть в нашем здании, по крайней мере, я знаю только этот вход. Это просто какой-то коридор. Честно, не знаю, где он находится. Там я тоже не была. И просто моя любовь. Вот это вот прекрасная библиотека. Вы просто посмотрите, насколько она шикарная, насколько она большая. Тут и компьютеры есть, и целая куча столов, стулья, окна. Короче, девочки и мальчики, я теперь знаю, где я буду учиться во время университета. Реально, мне кажется, я там засяду, и меня будет просто не вытянуть из этой библиотеки. Потому что она выглядит, она вот невероятно комфортно. Реально, мне очень нравится.